Привет! В этом видео будет целая куча распаковок всякого разного. Первым делом открою посылку с вещами для моих будущих кукол. Заказала я их вот здесь. Все шито очень качественно, своим заказом я довольна, так что теперь есть вариант, где можно будет купить одежку на случай, если мне вдруг станет совсем лениво шить что-то самой. Как я говорила в прошлом влоге, я ждала свой заказ с Jackson's Art. В этот раз пришлось подождать немного подольше, видимо, из-за нынешней ситуации, но это не беда. Я, в принципе, все еще помню, что я там заказала, так что для меня это не будет каким-то сюрпризом. Но давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Итак, у нас здесь гуашь от шминки и Winsor & Newton, точилочка и целая куча карандашей от Faber-Castell. Гуашью этих брендов я еще не пользовалась, поэтому что-то о качестве краски сказать не могу. На YouTube нашла только одно видео с Winsor & Newton, где использовалась техника с карандашами. Вот на этом канале. И, кстати, вроде человек на меня подписан, так что если вдруг ты смотришь это видео, привет! У тебя очень хорошие и полезные видосы. Если они действительно плохо дружат с карандашами, то я буду просто вкладывать все деньги в шминки. Шминки я планирую использовать для более серьезных работ, так как краска не дешевая, а Winsor & Newton скорее пойдут на что-то экспериментальное. Точилка привлекла меня тем, что она стоила 300 рублей и шла с дополнительными лезвиями. Такие малютки у меня обычно долго не живут, так что у меня нет на нее каких-то ожиданий. Посмотрим, как она себя проявит. Но про карандаши мне особо нечего сказать. Этим брендом я пользуюсь еще с начальной школы. Правда, сначала это была детская линейка, а на полихромус я перешла уже после школы. У некоторых цветов пигментация похуже, но меня, в принципе, все устраивает и даже не хочется пробовать что-то новое. На Jackson's Art они стоят по 122 рубля, только нужно обязательно зарегистрироваться, чтобы не учитывался европейский налог, как я понимаю. Сейчас мне бы очень хотелось попробовать более профессиональную бумагу. У меня есть склейка от Arches, если это так произносится, плотностью 300 грамм, но почему-то именно в этом случае 300 грамм реально мало. На Jackson's Art эта бумага продается листами по 425 и 600 грамм, если я не ошибаюсь, но доставка почему-то стоит каких-то баснословных денег. Я не знаю, это был какой-то баг или она действительно столько стоит, и если так, то, по сути,
Единственный шанс попробовать эту бумагу — это съездить в Европу и испытать удачу в местных художественных магазинах. А пока придется обходиться бумагой от Фабриана и вот этой склейкой. Кстати, забавно, что я только недавно заметила, что у нее, оказывается, есть такой кремовый подтон, и для меня это скорее еще один минус. Перед этой контрольной закупкой я достала все карандаши, которые у меня есть, и решила начать вести учет, как-то отмечать цвета, которые мне нравятся, чтобы в итоге прийти к набору карандашей, которые можно заказывать снова и снова, зная, что я точно буду ими пользоваться.
середине месяца получила наконец посылку из Америки. Купила пару мальчишек из BTS, супершарнирную Барби, чтобы пересадить одну из моих фашинист. Хотела взять побольше, но из-за бумаги едва уложилась беспошлинный лимит. И, собственно, закупилась любимой бумагой для печати. В будущем постараюсь получше следить за своими запасами, чтобы больше не повторялась такая история, что человек купил принт, а мне не на чем его печатать. И по традиции заказала целую кучу кранчи читоса, которым, как всегда, пришлось делиться с мамой. Еще я вернулась на Depop и решила поискать какие-нибудь прикольные вещи. И в итоге купила вот эту милейшую жилетку и белый кардиган на девушке из Канады. Прикольно, что большинство продавцов делают скидку, если ты покупаешь несколько вещей, так что получилось немного сэкономить. Вот эту гавайскую рубашку моей мечты я нашла на Etsy. По моим меркам она стоила недешево, и я очень долго сомневалась, стоит ли ее брать. Но в итоге получилось немножко скинуть цену, и я так подумала, что такую рубашку я вряд ли смогу найти где-нибудь еще. Я долго пыталась найти что-то подобное в местных секондах. Заходила в секонды, когда мы ездили в Европу. Пыталась найти что-то подобное, но подешевле на том же Etsy, и ничего найти не удалось. Так что я все-таки решилась потратиться и купила ее. Еще я купила вот этот топ. Немного расстроилась из-за того, что он на 65% состоит из синтетики, что не есть хорошо. И думаю, стоит сказать, что на Depop лучше искать какие-то супер уникальные вещи, которые вы вряд ли где-нибудь еще найдете, потому что цены там кусачие, но при этом больше половины вещей вы спокойно можете найти в секонде. Просто, скорее всего, придется немного потерпеть и погулять по секондам, возможно, даже несколько раз, но мне кажется, экономия денег того стоит. Через пару дней я напечатала все заказы, которые у меня лежали еще с июня. Очень здорово, что никто не отказался от своего заказа и согласился подождать, пока я получу бумагу. Мне почему-то всегда очень приятно, когда люди покупают мои слепнотовские штуки. На данный момент я нарисовала 4 портрета и 1 парный на свой день рождения в этом году. И на каждую картинку ушла целая куча сил и времени, поэтому, мне кажется, я просто сильнее привязалась к ним по сравнению с остальными моими работами. В принципе, то же самое можно сказать и про Inktober. И мне всегда приятно представлять, как мои работы будут висеть у кого-то дома, где-то там далеко за 1000 километров. С другим мерчом такое почему-то не срабатывает.
Наверное, это потому, что где-то пару лет назад я смотрела время от времени одни и те же видео, где люди паковали свои принты, и надеялась, что рано или поздно тоже куплю себе хороший принтер и буду печатать свои картинки по красоте, в хорошем качестве, на хорошей бумаге. Собственно, так оно и произошло. В начале месяца я получила фурнитуру и закончила сережки, которые показывала в прошлом видео. Вот что из этого получилось. Они все на продажу, и, как я уже говорила, было бы очень здорово, если все это зайдет, потому что мне нравится их делать. В конце месяца я также сделала несколько прикольных штук из эпоксидной смолы. Их я покажу уже в следующем видео. Оно, кстати, должно быть очень классным. Я постараюсь смонтировать все на следующей неделе и сначала выложу на Patreon в раннем доступе, а потом через пару недель уже для всех. Лишнее напоминание про мой Patreon. На этом все. Этот влог практически целиком состоит из распаковок, надеюсь, вы не против. Следующее видео будет более творческим. Я покажу, как работала с эпоксидной смолой и что из этого получилось. Вставлю кусочки работы над заказом. Покажу, как режу наклейки, какие принты у меня заказали. Так что, да, должно быть немного поинтересней. Надеюсь, это видео вам понравилось. Увидимся чуть позже. Всем пока.